Ну что, добрый день, друзья. У нас следующий выпуск по поводу посторонних шумов, скрипов и прочего непонятного звука в наших тормозах. Что на него влияет, с чем связано и, собственно говоря, что может служить причиной появления всех этих шумов. Ну и по традиции открываем презентацию и перебираемся в нее, друзья. Ну что, компания Барна, друзья. Итак, факторы, способствующие появлению, возникновению шума, да, то есть это скрипы и прочее, прочее, прочее. Ну что, деформация структуры самого шасси. Да, друзья, это очень важный момент, который действительно оказывает очень серьезное, существенное влияние на появление посторонних паразитных шумов, которые, в свою очередь, связаны с тормозной системой, да, то есть с узлами тормозов, и это влечет за собой, в свою очередь, появление посторонних шумов и скрипов при торможении, друзья. То есть деформация структуры шасси, друзья, на нее влияет то, как вы эксплуатируете автомобиль, да, либо, возможно, эксплуатировали его до вас, что тоже не редкость. Уход за, собственно говоря, шасси, да, возраст этого шасси, ну и, соответственно, обслуживание, да, потому что не зря мы всегда говорим, что при замене наших тормозных колодок, да, если в сервисе вы меняете, то обращайтесь к специалистам сервиса, чтобы они посмотрели, что, чего и как, может быть, где-то требуется профилактика, смазка, обслуживание вот этих всех узлов. Ну, если вдруг вы решили сделать это сами, то тоже не пренебрегайте. Тормоза очень серьезная вещь, и поэтому надо смотреть, чтобы не было ни подклинивания, ни еще чего-либо. Если не знаете, что, на что обращать внимание, переходите в этот плейлист, да, на нашем канале, где вы его смотрите, и смотрите все предыдущие видео, где все разбирается поэтапно. Либо можете по ссылке посмотреть видео, где в сервисе как раз происходит замена тормозных колодок и что делает механик. Эксплуатация автомобиля не по назначению. Да, друзья, это достаточно распространенный случай, поверьте, мы с ними сталкиваемся достаточно нередко, да. Например, приезжает клиент, недавний эпизод, который жалуется на посторонние шумы, начинают, собственно говоря, механики разбираться, и уже в процессе осмотра и прочих моментов выясняется, что машина была у клиента универсал, и он на ней перевозил, соответственно, по-моему, цемент в немаленьком объеме, хочу заметить. И на закономерное замечание того же механика, что у вас грузоподъемность как бы вот ограничена там 100 килограммами, а вы там чуть ли не 300 везли, он сказал, ну, по месту же влезло. Вот так вот. Общее состояние, да, то есть самого автомобиля и состояние его узлов. Тоже все это в совокупности оказывает влияние на узлы, которые связаны с тормозными узлами, с тормозными механизмами, что в свою очередь может вызывать абсолютно спокойно скрипы и шумы именно в тормозах. Возраст, пробег автомобиля, друзья. Да, к сожалению, от этого фактора никуда не денешься. И здесь надо учитывать, что чем старше автомобиль, тем больше шансов на деформацию структуры шасси. И всему этому надо уделять внимание. И вот, друзья, а, определяя тип структурной деформации, да, все эти факторы в совокупности могут, не обязательно они являются, но могут являться причиной передачи вибраций и появления шума типа скрип при торможении. Компоненты шасси. Не само шасси, а компоненты, друзья. Учитывайте состояние самих компонентов, да, то есть шаровые опоры, рычаги, рулевые тяги. И вот компоненты подвески и рулевого управления, тоже учитывайте этот момент, являются очень важными узлами и обеспечивают в целом безопасное функционирование вашего автомобиля, да. Ну, здесь вроде все это знают, просто забывают, что это требует определенного внимания на всех этапах эксплуатации и обслуживания автомобиля. И вот по совокупности все вот эти компоненты
Да, то есть на шасси определяют сбалансированность узла в отношении динамики, комфорта, экономичности, что немаловажно, да, наравне с удобством управления. И, друзья, хорошее состояние, да, правильная эксплуатация и обслуживание всех этих компонентов облегчают предотвращение появления шума и вибрации. Да, все это между собой взаимосвязано и, как следствие, влечет в случае деформации либо повреждений возможность появления вот этих всех шумов. Подвеска, друзья, немаловажный момент. Состояние самой подвески. Амортизаторы, пружины, рычаги, да, и вот эти все компоненты, друзья, отвечает за безопасное управление автомобиля, сбалансированный комфорт вождения и неудовлетворительное состояние любого из этих компонентов снижает уровень безопасности и комфорта автомобиля и точно так же является фактором влияния и появления шума типа скрип через, друзья, изменение частоты колебания группы компонентов. Самый буквально свежий эпизод, когда клиент при торможении говорит, что появляется скрип, а, механики проверяют тормоза, собственно говоря, там все хорошо, ничего не должно влиять на то, что появился скрип, но, тем не менее, осматривают подвеску и выясняется, что, да, друзья, лопнул нижний виток пружины. И когда машина начинает замедляться, кузов, естественно, да, то есть как бы происходят вот эти небольшие смещения, и пружина скрипит. Но по ощущениям, друзья, этот звук как скрип от тормозов на самом деле. То есть как бы это абсолютно нормальное явление. Сайлентблоки и резинометаллические компоненты. Очень интересный момент. Друзья, состояние сайлентблоков. Да? То есть, ну, вот на картинке вы можете видеть, например, сайлентблок, который полностью, да, собственно говоря, в одной части убил резиновую часть, да, и дотянулся до металла. Тоже при торможении великолепно этот скрип проявляется, да, то есть и многим кажется, что это именно тормоза, хотя по факту возможно, что это просто паразитный шум, да, то есть и для тех, кто любит, как говорится, пожестче, друзья, да, это замена штатных сайлентблоков, которые предусмотрены производителем и теми, кто производит аналоги, на, друзья, полиуретановые. Да, они более жесткие, у них меньше износ, но, друзья, полиуретан именно, да, то есть в тот момент не существует в оригинале на данном автомобиле. То есть мы не берем там в качестве примера какой-нибудь там Audi RS, да, где стоят более жесткие сайлентблоки, в отличие от обыкновенной там Audi, там пятерки той же самой, да. И зачастую люди вместо того, чтобы взять штатный свой сайлентблок и продолжать спокойно ездить, да, не берут даже РСовский, хотя он сильно ужесточает эксплуатацию автомобиля и чувствуется это очень сильно владельцам сразу же, да, берут некие полиуретановые аналоги, которые вроде как делают шасси пособранней. И здесь, друзья, мы получаем именно его шум, который в совокупности через вибрации, да, передает все это к узлам торможения, и вы тормозите, и появляется скрип, друзья. Момент затяжки. Очень важный момент. Его не учитывают, но факт остается фактом, друзья. Неверный момент затяжки скоб, тормозных дисков, тех же амортизаторов, колесных дисков. Да, все это по совокупности влечет появление паразитных шумов и передачу вибраций. И вот здесь надо понимать, что тот самый момент затяжки, который указан производителем, да, он должен соблюдаться именно с точки зрения обеспечения сопряжения компонентов и предотвращения вот этого механического перенапряжения деталей. Вы его глазами не увидите. Сразу это предупреждаю. И вот это все может привести к их деформации и также передаче частот, что легко, да, сразу дает возможность появления вот этих шумов и скрипов, друзья. И для правильного приложения момента затяжки, учтите это, необходимо использовать динамометрический ключ, тарированный ключ или оборудование, откалиброванное на правильный момент. Ну и, соответственно, соблюдать правильный порядок затяжки, например, тех же колесных дисков, друзья. То есть нельзя их просто так взять и прикрутить, как вам захотелось. Есть порядок, по которому вы прикручиваете болты или гайки.
Это как бы норма. Ну что, задние тормоза для машин с задним приводом, ну, например, там тех же классических, да, там Мерседесов, состояние и эффективность тормозов задней оси очень сильно влияет в совокупности на появление шумов. Распределение усилий при стандартном рабочем торможении 70 перед, 30 зад. Да? Соответственно, из-за эффекта перераспределения нагрузки передний мост воспринимает вероятную потерю эффективности заднего моста. То есть нагрузка приходится все больше в одну сторону, что влечет за собой как повышенный износ, так и появление вот этих паразитных шумов и вибраций, которые нельзя погасить. Соответственно, тормозное усилие на переднем мосту увеличивается, на заднем оно уменьшается, да, из-за этого. И все это в пропорции, в процентном отношении. И, собственно говоря, вот это тормозное усилие прямо пропорционально потере эффективности заднего моста. Учитывайте это, особенно владельцы заднеприводных автомобилей. У вас специфики побольше, чем у переднеприводных. Ну, дисбаланс. Здесь все достаточно легко и понятно. Дисбаланс между осями. Либо по тормозам, либо по самой подвеске, друзья. Хорошая сбалансированная функциональность автомобиля достигается, друзья, посредством баланса между системами тормозов и подвески. И именно поэтому автопроизводители тратят огромные силы и средства на то, чтобы достигнуть вот этой вот сбалансированности. И любое нарушение этого баланса, да, между вот этими двумя системами, то есть система тормозов и система подвески, легко приводит к появлению всех паразитных шумов, паразитных вибраций, которые передаются на те же тормозные узлы. Все. Это прямо легко. Ну, напомню, что в принципе у всех автопроизводителей в регламенте предусмотрена проверка того же, допустим, развал схождения, да, на автомобиле, промер, даже не регулировка, а промер, при каждой замене колес. То есть лето-зима, зима-лето. Да? То есть как влияют колеса, друзья. Опять же, по ссылке можете посмотреть выпуск, где мы этот вопрос подробно разбираем. Ну и смазка резьбы, друзья. Это просто безумно, как очень многие по какой-то причине обожают вот эту вот смазку. Сейчас я вам поясню, чем это, друзья, чревато. А поверьте, это очень серьезный момент. Итак, сила прижатия деталей меняется достаточно сильно при использовании смазки в резьбовом соединении. Там, где она не предусмотрена самим производителем автомобиля. Потому что есть резьбовые соединения, где смазка предусмотрена. Итак, момент на ключе. Да, для обеспечения усилия прижатия деталей. Напоминаю, да? И, собственно говоря, сила прижатия, которая обеспечивается вот этим моментом на ключе. Они друг с другом взаимосвязаны. То есть, момент на ключе влияет на силу прижатия. И вот этот ключевой момент, друзья. Смотрите. Например, гайка болт, да, то есть коэффициент трения в резьбовом соединении для сухих соединений на гайке 0,37, болт, соответственно, у нас 0,18. Там, где не предусмотрена смазка, друзья, а ее использовали, у нас с вами сразу происходит изменение коэффициента трения в соединении. То есть на гайке становится 0,26, а на болту становится 0,13. Ну и простая математика. При уменьшении коэффициента трения на резьбе колесного болта, например, сила прижатия детали увеличивается. Что, друзья? В 1,42 раза. 42%, почти половина. Не злоупотребляйте, умоляю вас, друзья, вот этими смазками. Это не тот случай, когда любят некоторые говорить, кашу маслом не испортишь. Вот на этой ноте, друзья, этот выпуск, собственно говоря, по шумам мы будем заканчивать. Напоминаю, компания Barnett, тормозные колодки и тормозные диски. В ближайшее время они будут, друзья, уже доступны. Ну и на этой ноте, конечно же, напоминаю, уважаемые все наши и подписчики, и просто зрители. На канал можно подписаться, нажать, жмякнуть колокольчик, вам будут приходить оповещения.
Если вы хотите что-то по поводу любого из видео на нашем канале сказать, комментарии открыто задавайте, мы на ваши вопросы отметим. Ссылки на магазин Озон все есть. Добро пожаловать, будьте с нами. До скорых встреч, друзья. До свидания.